милые царственные львы, для вас гадание. 3 случайные карты. Мы с картами расскажем о том, на что вам стоит обратить внимание прямо сейчас, о чем вам надо подумать прямо сейчас. Возможно, это то, что преследует вас неотступно, но вы в этом себе не сознаетесь или не хотите этого замечать. А может быть, карты опишут, наоборот, вам какой-то приятный сюрприз, ожидание и предвкушение которого украсят каждый ваш день. Немного настоящего, немного будущего, возможно, и прошлое. Ну, посмотрим, что получится. 3 случайные карты. Эти 3 карты я достану каждую из отдельного набора, из отдельной колоды Таро. Карты, могу представить вам их, это испанское Таро. Интересно тем, что здесь 2 комплекта старших арканов. Поэтому не удивляйтесь, что вам, например, 2 колеса фортуны выпадет или 2 шестых аркана, карты влюбленные. Это, конечно, будет весьма радостно. Таро Висконти – это следующий набор. Блестящие карты. А также классическое Таро. Ну, скорее, как я это называю, это неоклассика. Вот такие вот карты. В середине видео вас ждет сюрприз. Сказка на ночь. Независимо от того, когда вы смотрите это видео, может быть, даже утром, в самом начале рабочего дня, но все равно сказка называется «На ночь». Я так решила. Итак, первая карта и испанское Таро. Первая карта. Тщательно перемешиваем. Я тщательно перемешиваю карты, чтобы дать вам время, чтобы вы подумали о себе, о своей жизни и позадавали картам свои собственные вопросы, делая таким образом гадание личным, частным и приватным. Пусть оно покажется вам не общим, пусть карты говорят конкретно с вами, отвечают конкретно на ваши вопросы, но для этого вам как раз эти вопросы нужно и задать. Волнует ли вас сейчас любовь или карьера, деньги или отношения, да хоть с соседями. Про все карты вам с удовольствием, конечно, расскажут. Итак, первая карта, испанское Таро. Первая карта будет у нас такая. Это паж кубков. Очень многие ждут. Люди, которые надеются на скорые перемены, особенно в эмоциональной, в личной своей жизни, очень ждут появления в гаданиях именно пажа кубков. Карта очень свежая, новая, исключительно положительная и эмоциональная. О значении карт я вам расскажу немного позже, но теперь достану вторую карту. Это Таро Висконти. Блестящие, сверкающие карты. И добрые, как все красивое, вы знаете, это все как с людьми. Красивые люди добрые. Я не продолжаю, можете аналогии сами продолжить, но с картами это тоже работает. Вот такая вот карта. Нет, невозможно. Паж кубков. Паж кубков. Вот видите, в чем подвох и прелесть гадать сразу на нескольких колодах. Вполне запросто можно вытащить одинаковые карты, одну и ту же карту, просто из разных колод. Представляете? Вот математически это достаточно сложное и редкое совпадение. Уже вторая колода подряд вам выбрасывает того же пажа кубков. То есть у вас на подходе именно романтические и чувственные новости, возможно, забегая вперед, любовное, романтическое знакомство. Ну что ж, это очень даже неплохо. И теперь третья колода карт. Классическое Таро. Смотрите, я на ваших глазах очень тщательно их перемешиваю, чтобы у вас не сложилось впечатление, что я нарочно достаю вам одни только кубки. И третья карта для вас. Это десятка жезлов, что, в общем, тоже
очень неплохо. Очень неплохо. Пока вы думаете о том, что хотите услышать от карты, я вам прочитаю сказку на ночь. Она называется «Четыре свечи». И мне кажется, что текст сказки и мораль сказки подходит к этим картам. Итак, я прошу вас активировать собственное воображение. Представьте, вообразите себя в некой комнате, которая освещена 4 свечами. 4 свечи. Итак, 4 свечи горели медленно. «Я есть мир», — сказала первая, «но в наше время никто не борется за меня». И пламя этой свечи, которая назвала себя миром, медленно стало гаснуть и погасло совсем полностью. Вторая свеча промолвила: «Я есть вера, но теперь никто меня не ищет, и никто не нуждается во мне». И ее пламя тоже перестало гореть. Третья свеча говорит: «Я есть любовь, и не имею достаточной силы, чтобы гореть дальше, потому что люди не обращают на меня внимания и давно забыли, насколько я важна. Они не любят достаточно своих близких». И, не ожидая дальше, недолго думая, любовь угасла. Тут в комнату вошло дитя и увидела, что 3 свечи уже погасли. «Почему не светите?» Ребенок расплакался. «Я требую, чтобы вы загорелись вновь, и чтобы вы горели еще долго, до конца». Здесь написано «до конца». Вот. И тогда 4-я свеча заговорила нежно: «Не бойся, я есть надежда, и пока я горю, ты можешь всегда зажечь заново остальные 3 свечи». Выразительная сказка, да? И с блестящими глазами ребенок взял свечу надежды и зажег другие 3 свечи. И мораль, вывод, который здесь дает нам автор: никогда не позволяйте свече надежды угаснуть. Прекрасно, да? Вот не дать, не взять, не добавить, не убавить. Но теперь к нашим картам, дорогие львы. Вы уже поняли, да, что пажа кубков называют посланником истинной любви. И действительно, если мы не спрашиваем о чем-то другом, то есть если не доказано обратное, то эта карта появляется как знак того, что вам скоро предстоит влюбиться или внушить кому-то такие же взаимные чувства. То есть вас ждет романтическая встреча, свидание, расставание, обещание, ожидание и все, что сопутствует в любовных романах вот этой самой романтической тематики. Одиноким людям или жаждущим скорее любви, тут не так важно, одиноки вы или нет, важнее, хотите вы этого или нет. То есть людям романтически настроенным и жаждущим любви, безусловно, паж кубков обещает новое знакомство, приход нового чувства, обещает, немножко описывает отчасти того самого нового человека. И эта карта хорошая для отношений, для продолжения отношений. Если у вас какая-то история затянулась, запуталась, канула в лету, превратилась из счастливой в какую-то, наоборот, драматическую, паж кубков говорит, что вы с вашим любимым человеком снова встретитесь, снова друг другу поверите, между вами восстановится доверие. И, собственно, вот эта любовная тоненькая ниточка, которая вас связывает через время и расстояние, обязательно вас сведет вместе, понимаете, как нить Ариадны. Вот мы только что говорили о том, что вот про надежду. Паж кубков имеет к надежде самое непосредственное отношение. Эта карта советует надеяться на новое, на лучшее, несмотря на то, что происходит вокруг вас, и несмотря на то,
как вы к этому относитесь и что вы переживаете. Паж кубков часто еще и описывает, ну, это фигурная портретная карта или придворная, как еще иногда говорят. Эта карта описывает достаточно молодого человека. То есть мы можем даже сделать такой вывод, что знакомство любовное, романтическое, новое вас ждет с достаточно молодым человеком. Не знаю, радует вас эта новость или нет. Я думаю, должна радовать, да, потому что всем нравятся молодые. Есть такая аксиома, да. Вот. А в любом случае, даже если ваш новый избранник будет, ну, не таким молодым, как здесь вот этот мальчик на карте, то чувства его к вам будут все равно такие же свежие, невинные, такие же многообещающие, ну и как бы неискушенные. Фу, вот я терпеть не могу, знаете, искушенной любви, да, любовь, которую транслируют люди, которые якобы имеют какой-то негативный или даже позитивный любовный опыт, которые говорят, ну, я-то стреляный воробей, я все знаю, я там все заранее просчитаю, соломки подстелю и не дам разбить свое сердце. Вот у меня чувство только брезгливости такой подход вызывает, потому что, мне кажется, любовь, каждая любовь – это какая-то идеальная история, должна быть идеальная история со стопроцентным доверием, и без страховок, и без гарантий. Вот примерно такие чувства вам описывает этот паж, простите, кубков. Вот. И второй паж кубков. Ну, посмотрите, они разные. Я не знаю, могут иметь здесь для вас значение иллюстрации или нет. Два молодых человека, безусловно, молодые, по настроению. Ну, какой-то вам понравится больше, какой-то меньше. А, кстати, вы знаете, карты любят пошутить по-разному, в том числе они любят сказать о чем-то буквально. То есть вот я вам только что пообещала про одного пажа кубков, что это для вас новая любовь. Но здесь есть второй паж кубков. Это еще одна новая любовь. Два знакомства, два романа, две влюбленности. А почему бы и нет? Вы знаете, на самом деле в жизни так бывает. То пусто, то густо. Да? Может быть, вы переживаете период какого-то одиночества, вообще опустошенности душевной, да? И вдруг появляются перед вами двое из ларца, одинаковые с лица. Два молодых человека, каждый из которых достоин вашего внимания, и каждый из которых также хорошо к вам относится. И вот у вас уже на вашей странице в Инстаграме, ну или в Телеграме, появляются последовательно два почти одинаковых букета, почти два одинаковых ресторана. И на одном и том же пальце два почти одинаковых кольца, но надеюсь я, что до этого не дойдет. Поэтому вот сами смотрите. Либо эти пажи потенцируют друг друга, и тогда мы видим для вас приход новой любви в квадрате. То есть это все возводится в какую-то степень. Еще больше чувств, еще больше внимания, еще больше романтики и так далее. Либо ожидайте сразу двоих героев. Вот. И здесь еще появляется десятка жезлов. Она про другое, но если мы все-таки продолжаем именно любовную историю, то она немножко приземляет. Она говорит, что отношения любовные, новые, могут оказаться либо трудными, труднее, чем ожидалось, ну, по разным причинам. Это не конфликтность, но это именно необходимость стараться и тащить историю как некое бремя ответственности. Либо это, тут уже проще и понятнее, десятка жезлов, карта очень-очень относящаяся к работе. То есть она говорит, что познакомитесь вы с этим новым человеком на работе или в любом другом месте, где занимаетесь серьезными делами, где вам трудно, где вы что-то тащите, и где, по сути, по правилам вы как бы не должны отвлекаться на любовь. Да? На работу же не за этим люди ходят. Но роман, знакомство на работе. Поэтому прошу вас, будьте внимательны, если в ближайшие 3 дня или через неделю начальник отдела приведет к вам сразу двоих новых сотрудников, двоих молодых людей, то вполне возможно, что вот их внимание будет ваше. Да? Это такой
дуплетом, двойной служебный роман. Это первое. Ну а теперь, конечно, что предсказывают карты людям, которые не ждут никаких знакомств и вообще не интересуются романтикой? Это новости. Вот эти вот пажи – это буквально новости, приятные, достаточно неожиданные. Могут быть они о чем угодно: о работе, о деньгах, документах или дорогах, о взрослых вещах. Это может быть ваш спор с ТСЖ в конце концов. То есть это вообще от любви-то, от романтики очень-очень далеко. Но что отличительное? Пажи кубков – это новости не только положительные, но и они идут как бы от знакомых людей. То есть кто-то из близких, из личного расположения к вам протягивает руку помощи. Это может быть предложение о работе, тогда тоже сразу два, представьте. Может быть, вы переполошили всех своих знакомых, рассказали, что ищете новую работу, и тут вдруг неожиданно вас в два места зовут. Одинаково хорошие и зовут одинаково настойчиво. Ну, нужно будет дальше выбирать. И тогда десятка жезлов, да, говорит про работу. Ответственная, серьезная, достаточно трудная работа. А это вот предложение о ней. Для текущего бизнеса это тоже карты обещают появление каких-то, возможно, новых клиентов, партнеров по бизнесу, каких-то контрагентов. То есть это новости, 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 в первую очередь романтические, но как-то связанные с работой, с бизнесом для вас. Или хорошие новости, которые, тем не менее, проверяют вас на прочность. Но, знаете, я так скажу, не на тех напали, да? Львы, люди очень крепкие, и проверяющие замучаются и сами утомятся прежде, да, чем заставят вас отказаться или разочароваться в чем-то. Я думаю, что это прекрасное гадание, и совет вам такой: обращайте внимание на людей, потому что в первую очередь вам выпадают именно люди. Обращайте внимание на людей, которые что-то обещают вам или куда-то вас зовут, потому что это как-то, эти предложения как-то наполняют вашу жизнь. И сейчас уже не важно чем, но десятка жезлов обещает вам занятость. Но можно быть занятыми непрерывными свиданиями, а можно быть занятыми работой. И то, и другое. Я думаю, что можно, кстати, и в течение каждого дня совместить. Ну а я желаю вам удачи и хорошего настроения. Увидимся.